Есть ли в мире настоящая женская дружба? Бывает. Только в том случае, когда эти люди одинакового уровня, разных профессий, они не ведут одно дело. И каждый из них как бы живет своей жизнью и достиг определенного успеха. Мужчины так созданы, мужчины дружат бескорыстно. У женщин дружба немного другая. Для того, чтобы женская дружба была крепкой, у каждой из вас должна быть своя жизнь. Вы должны быть состоявшейся личности. Если в вашей компании подружек есть та, у которой нет мужа, а у вас есть, она все время будет ждать, пока вы отступитесь и упадете. Она все время сравнивает себя с вами. И она все время будет радоваться вашим, вашим трудностям. Если у нее был неудачный брак, она все время будет чувствовать себя ущербной. И если вы начнете говорить о своем муже, жаловаться, она может вас утешить, сказать: ну, ты знаешь, твой муж тоже неплохой парень, может, вы поговорите, договоритесь, все-таки у вас любовь, семья. Она это скажет, но в душе будет радоваться, что у кого-то тоже плохо, что она на фоне вас не выглядит белой вороной, что она не выглядит плохой, не выглядит ущербной, у вас тоже есть проблемы. Вот и хорошо. Женщины всегда соперницы. Мать с дочерью соперницы. Сноха со свекровью соперницы. Сноха со свекром очень замечательные отношения, потому что это разный пол. Мужчина и женщина. Мужчине незачем женщине завидовать. Он не хочет, чтобы у нее была такая же, то есть у него была такая же грудь упругая, красивая и ресницы длинные. И женщина не хочет, чтобы у нее были бицепсы, как у него. Поэтому у них нету предмета зависти, ни физиологической, ни иной. Они друг друга могут захотеть, они могут друг друга полюбить. Но завидовать они друг другу навряд ли будут. А вот женщине да, потому что женщина смотрит на молодость другой женщины, завидует. Она видит, что эту женщину в семье любят, а ее нет, завидует. И это происходит непроизвольно, подсознательно. Я не говорю, что женщины развивают эту зависть. Они могут себя привести в чувство, одернуть, но изначально чувство зависти обязательно появится. У той фигура красивая, у тебя уже нет, внутренняя боль появляется. Почему? Я тоже так хотела бы. Вот это из-за него, я не могу собой заниматься, и начинается вот это вот. Поэтому, когда много подружек, вы не думайте, что у вас есть друзья. Вот это подружайки. Понимаете, неинтеллигентное общение там в кругу одинаковых людей, нет. А вот эти подружайки, мы с вами не раз слышали и читали, и знаем истории, когда жены олигархов окружают себя подружками по всяким барам, кафе, ресторанам и прочее, прочее, когда умирают в одиночестве и в бедности, когда муж выгоняет и все забирает себе обратно, да. Когда они умирают, никого из этих подружек нет рядом. Она отступилась и упала, и все порадовались этому. Понимаете? Вот поэтому у кого много друзей, у того нет друга. Слыхали это? Не помню, кто сказал, Сократ, по-моему, или Аристотель. Но это правда. Так что не надейтесь на такую дружбу. Подружечки, подружайки пошли, потусовались. Очень часто эти подруги разрушают семью. И не просто так ваши мужья ревнуют к ним или не хотят пускать. Они видели их недвусмысленные взгляды в их сторону. Они знают прекрасно, что даже если они предложат что-либо вашим этим подружкам, те не откажутся и с радостью уведут этого мужа из вашей семьи. И так не раз бывало. Поэтому вот вы когда ругаетесь с мужем или когда говорите, жалуетесь на мужа, бывает, конечно, искренняя, истинная дружба, но это очень редко, просто очень редко, особенно в наш век. Вы посмотрите на лицо своей подружки, вы заметите тень довольную тень. Она будет с вами, она будет до конца, она будет настаивать
чтобы вы расстались. Она даже с готовностью пойдет с вами с утра там в ЗАГС, подаст заявление вместе с вами. Такой случай, как-то читала в интернете. Женщина купила туфли новомодные какие-то. Но подружка так, значит, уговорила ее и отговорила, и сказала, что эти туфли ужасно выглядят. Ей не подходят. Что она пришла, отдала обратно. Причем в присутствии подруги. И когда женщина, эта продавщица, предложила обменять, может, другие возьмем, та сказала, что им ничего не надо, деньги верните, и все. Вот деньги вернули. Схватила, значит, подруга ее за руку и вывела оттуда. И через пару часов она приходит и покупает эти туфли сама. Понимаете? Ну, типа того, может быть, не обязательно тот же самый размер. Ну, вот эти туфли она берет себе. А ее отговорила. Потому дружите, не особо раскрывайте сердце, не особо говорите о своих проблемах, если вы не уверены до конца в этом человеке. Потому что они, женщины, всегда сравнивают себя друг с другом. Все эти инстаграмы, все эти фейсбуки, все эти иные там какие-то там, где семейная жизнь показывается и так далее. Ведь мы часто потом встречаем, что там эту блогершу муж убил, ту там задушил, еще что-нибудь. А если посмотреть их каналы, ой, любовь, там катаются на яхте. Так все замечательно, хорошо. Почему? Они пытаются себя убедить и вас убедить, чтобы позавидовали, что у меня все хорошо. Соревнуется, у кого лучше фигура, соревнуется, у кого лучше муж, у кого бриллианты, значит, дороже и так далее, у кого машину, кому что подарили, какие духи, какие сумки и прочая ерунда. Вечно идет соревнование, и это все фальшь. Они тоже несчастные, не думайте, что только вы несчастливы, а у остальных все прекрасно хорошо. Они же улыбаются и целуются. Улыбаются и целуются, через 15 минут дома просто бойня может произойти. И чаще всего так бывает. Именно те образцовые показательные семьи, которые показывают любовь и лад в семье, они первые попадают на первые страницы газет о смертоубийствах.